Привет, друзья! Сегодня готовим очень вкусный домашний торт. Начнем с приготовления теста. В кастрюлю с толстым дном кладем 100 грамм сливочного масла, добавляем 125 миллилитров воды, 125 миллилитров молока и 1/3 чайной ложки соли. Ставим на огонь и нагреваем, пока масло полностью не растает, а смесь не начнет активно закипать. Это важно. Жидкость должна именно кипеть, а не просто быть горячей. Как только закипела, снимаем с огня и сразу всыпаем всю муку за один раз. Это 150 грамм. И начинаем активно мешать лопаткой. Мешаем энергично. Тесто быстро собирается в комок и начинает отходить от стенок кастрюли. Вернем кастрюлю на огонь и продолжим заваривать тесто еще 1-2 минуты. На дне кастрюли появится легкая пленка, значит тесто готово. Снимаем с огня, перекладываем в сухую чистую миску и дадим тесту немного остыть. Оно должно быть теплым, но не горячим, чтобы яйца не свернулись. Тесто подостыло. Теперь вводим яйца по одному. Каждое яйцо вмешиваем полностью, только потом добавляем следующее. Сначала может показаться, что тесто расслаивается. Это нормально. Продолжаем мешать, и оно снова станет однородным. Яйцо впиталось. Добавим еще одно. Вымешивать тесто можно как лопаткой, так и миксером со специальной насадкой для теста. Всего нам понадобится примерно 4 крупных яйца. Количество яиц может немного отличаться. Ориентируйтесь на консистенцию. В итоге тесто должно быть блестящее, гладкое и тянуться лентой. Пока тесто очень густое. Добавим еще одно яйцо и продолжим вымешивание. Еще яйцо. Кстати, напишите в комментариях, готовили ли вы уже такой торт. Если тесто тянется лентой и на лопатке остается клювик, оно готово к отсадке. Перекладываем тесто в кондитерский мешок. Срезаем небольшой уголок и отсаживаем пальчики на противень с пергаментом одинаковой длины с небольшим расстоянием друг от друга. Тесто не густое и не растекается. Это идеальный баланс. Оно пластичное и послушное. Я отсаживаю пальчики длиной 4-5 см и толщиной 1-1,5 см. Они хорошо пропекаются и идеально подходят для сборки торта. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов около 25-30 минут. Духовку раньше времени не открываем. Заварное тесто любит стабильную температуру. Готовые заварные палочки должны быть румяные, сухие, легкие и полностью пропеченные внутри. Из данного теста у меня получилось 2 полных противня пальчиков. Займемся кремом. Сначала приготовим заварную основу. В кастрюльке соединяем 2 яйца, 150 грамм сахара и 50 грамм кукурузного крахмала. Перемешиваем венчиком до однородности, чтобы не осталось комочков.
Тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем 500 мл молока. Ставим кастрюлю на огонь и завариваем крем. После чего снимаем с огня, добавляем 20 грамм ванильного сахара и перемешиваем. Для более быстрого остывания я переливаю крем в стеклянную миску. Накрываем крем пищевой пленкой в контакт и отправляем остывать до комнатной температуры. 160 грамм мягкого сливочного масла взбиваем миксером до пышности и посветления. Добавляем остывшую заварную основу, каждый раз хорошо взбивая. Не торопимся, так крем получится гладкий, стабильный, шелковистый и очень нежный. Готовый крем отлично держит форму, но при этом остается воздушным. Собирать торт будем так, чтобы каждый пальчик был в креме, а внутри не осталось пустот. Я не выкладываю все сразу, делаю это небольшими порциями. В миску кладу часть заварных пальчиков и добавляю часть крема. Очень аккуратно перемешиваю, без давления, чтобы пальчики не ломались. Выкладываю эту массу в форму и формирую слой. Хорошо разравниваю лопаткой и обязательно заполняю все пустоты, если они появляются. Дальше снова пальчики, крем, аккуратно перемешали. Выкладываем и разравниваем. Чем аккуратнее вы разровняете пальчики, тем красивее будет разрез. Верх можно накрыть пленкой и отправляем в холодильник минимум на 2 часа. Диаметр торта 24-26 сантиметров. Украшаю торт без сложных техник. Теперь разрез. Посмотрите, какой он внутри. Каждый пальчик полностью пропитан кремом. Нет пустот, структура ровная и очень нежная. Если рецепт понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал.